Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать коротко самые резонансные события в мире. Сначала начну с важной новости, которая касается исторического решения Германии. Впервые за много десятилетий Берлин отправляет свои войска в Восточную Европу для защиты от угроз со стороны российской армии. У нас есть четкая миссия – обеспечить защиту, свободу и безопасность нашим литовским союзникам на восточном фланге НАТО, заявил генерал Кристофер Хубер, которого цитирует агентство DPA. Благодаря этому мы защищаем не только территорию НАТО, но и саму Германию, подчеркнул военный начальник. Это решение вызвало большой резонанс в западных СМИ, так как оно стало разрывом с 80-летней историей Германии, избегавшей военного присутствия за пределами страны. На литовскую территорию было направлено 5000 военнослужащих, которые сформировали 45-ю танковую бригаду, сообщает портал «Политика». Немецкие войска разместили в деревне Ракантишкес, расположена неподалеку от границы с Белоруссией. Именно там находится военная база, которая была создана в 2022 году. Однако, эта временная дислокация, в ближайшие месяцы подразделения будут переведены в крупный военный комплекс в Рудниках, который находится в Вильнюсском уезде. Во вторник в Литве прошла торжественная церемония, в рамках которой немецкий флаг был поднят на флагштоке, официально означая прибытие подразделений Бундесвера. Размещение 45-й танковой бригады на территории Литвы является исполнением обязательств, которые Германия взяла на себя в 2023 году. Полное развертывание и боеготовность подразделения ожидается к 2027 году. При этом на восточной границе НАТО будут дислоцированы не только боевые части, планируется размещение подразделений связи, командных штабов и вспомогательных войск в различных регионах. Германия следует примеру Великобритании, чьи военные уже давно размещены в Польше и Эстонии в рамках политики сдерживания России. Для Германии это важнейший шаг, который позволяет избавиться от репутации страны, уклоняющейся от активного военного участия, подчеркивает «Политика». Следующая резонансная новость шокирует Брюссель и Урсулу фон дер Ляйен. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нашел нового союзника для реализации своей идеи – это создание альтернативного военного союза в Европе. В рамках этой инициативы министр обороны Венгрии Кристофер Салай Бобровицкий прибыл в Белград, где его торжественно встретил глава сербского оборонного ведомства Братислав Гачиш. После переговоров оба министра отправились на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, по итогам которой было объявлено о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве в сфере обороны. Согласно данному документу, Венгрия и Сербия договорились о совместной организации военных мероприятий, причем уже в 2025 году их планируется около 79. Александр Вучич отметил, что сотрудничество в оборонной сфере является ключевой частью общего стратегического партнерства между Венгрией и Сербией. Военное сотрудничество между нашими странами включает проведение двухсторонних и многонациональных учений, а также техническое взаимодействие в вопросах вооружения и военного оборудования, подчеркнул сербский лидер. Кроме того, Вучич заявил, подписанное соглашение станет основой для дальнейшего сближения и, возможно, создания полноценного военного союза или военной унии между Венгрией и Сербией. По его словам, это становится возможным, потому что Будапешт и Белград придерживаются схожих взглядов на нынешнюю геополитическую ситуацию в Европе и мире. Тем временем вопросы военной стратегии в Венгрии оказались в центре внимания и в международных средствах массовой информации. Еще в начале марта британская газета Daily Telegraph сообщила, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность переброски 35 тысяч американских солдат из Германии в Венгрию. Ссылаясь на источник в Белом доме, журналисты отметили, что Дональд Трамп может принять такое решение, учитывая позицию Виктора Орбана по конфликту в Украине. Кроме того, Венгрия – это одна из немногих стран НАТО, которая выполняет финансовые обязательства по военным расходам, что делает ее привлекательным партнером для Вашингтона. Официальный представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз подтвердил, что вопрос передислокации американских войск и что Пентагон стремится разместить свои силы наиболее эффективно, исходя из текущих угроз и стратегических интересов. Далее еще появились резонансные новости, касающиеся возможности перемирия между Украиной и Россией. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сделал заявление, которое сразу вызвало широкий резонанс
Он четко дал понять, что Москва не может принять американское предложение по Украине в их нынешнем виде. В своих комментариях, цитируемых агентством РИА Новости, российский дипломат уклончиво высказался о текущих переговорах между Россией и Соединенными Штатами Америки. Цитата: «Мы очень серьезно относимся к предлагаемым моделям и решениям, но не можем принять их в том виде, в котором они сейчас существуют», подчеркнул Рябков. Однако детали о содержании данных переговоров он не раскрыл, а лишь отметил, что речь идет о поиске возможной схемы, которая могла бы привести к временному прекращению огня. При этом, по его словам, это лишь американское видение ситуации. В опубликованном фрагменте интервью Рябков указал на ключевую проблему. Цитата: «В обсуждаемых планах нет главного требования России, а именно устранение фундаментальных причин конфликта. Это серьезное препятствие, а его необходимо преодолеть». Тем временем 18 марта состоялся, как вы знаете, телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Как сообщалось, одной из его целей было достижение соглашения о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру. Однако обе стороны вскоре начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей. Спустя примерно неделю после этих событий начали появляться скептические мнения о переговорах, и некоторые американские аналитики выразили сомнения в серьезности намерений Москвы. Бывший офицер американской разведки Стивен Хоррелл заявил, что Россия откровенно манипулирует командой Трампа, а экс-заместитель главы Пентагона Джим Таунсенд добавил, что Москва по-прежнему нацелена на продолжение войны. Несмотря на это, оба эксперта положительно высказались о возможном вводе европейских сил в Украину, хотя и отметили, что это маловероятный сценарий в ближайшем будущем. Одним из главных доказательств несерьезного отношения России к переговорам стали параллельные переговоры в Эр-Рияде, где обсуждалось перемирие на Черном море. Из первоначальных заявлений Белого дома следовало, что стороны достигли предварительной договоренности о взаимном отказе от применения силы в этом регионе. Однако вскоре Россия выдвинула новые условия, потребовав отмены санкций как предварительного условия для дальнейшего соблюдения соглашений. Цитата: «Россия перевернула ситуацию с ног на голову. То, что изначально рассматривалось как часть будущих договоренностей, Москва внезапно сделала предварительным условием, заявив, что не пойдет на уступки без отмены санкций», пояснил Хоррелл. И еще одна важная новость Европы. Никто не ожидал, что страна, которая имеет общую границу с Россией, решится пойти по стопам Польши, мотивируя это опасением перед возможной угрозой со стороны Москвы. Однако Финляндия приняла такое решение и объявила о выходе из Оттавской конвенции. Во вторник, 18 марта, президент Финляндии Александр Стуб официально заявил, что Хельсинки отказываются от обязательств, наложенных этим международным соглашением. На данный момент точно сроки вступления решения в силу неизвестны, но сам факт выхода уже вызвал широкий резонанс. Оттавская конвенция, друзья, подписана в 1997 году и вступившая в силу в 1999 году, предусматривает полный запрет на использование, хранение, производство и передачу противопехотных мин, а также обязывает страны-участницы уничтожать свои запасы. На сегодняшний день этот договор действует более чем в 160 государствах. Финляндия ратифицировала конвенцию лишь в 2012 году, и уже тогда среди финских политиков звучали опасения, связанные с тем, что страна имеет протяженную сухопутную границу с Россией длиной, внимание, 1343 километра. Теперь на фоне резкого ухудшения отношений между Западом и Москвой в Хельсинки решили пересмотреть свою позицию. Цитата: «Финляндия всегда будет ответственным участником международного сообщества. При этом мы обязаны обеспечивать свою безопасность и обороноспособность», заявил во вторник президент Стуб. По его словам, решение о выходе из конвенции является результатом тщательного анализа, проведенного различными министерствами и вооруженными силами Финляндии. Президент также подчеркнул, что Финляндия увеличивает расходы на оборону. Если сейчас этот показатель составляет 2,41% ВВП, то к 2029 году он вырастет до 3%. Цитата: «Это наш вклад в укрепление обороны Европы, которая должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность», написал Стуб в соцсети X. Стоит также отметить, что Финляндия не единственная страна, отказавшаяся от Оттавской конвенции. 18 марта министры обороны Польши, Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором официально объявили о выходе из договора.
В документе подчеркивается, что на фоне возрастающей угрозы со стороны России необходимо укрепить обороны и сдерживающиеся способности. Еще ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что будет рекомендовать выход страны из конвенции, поскольку сохранение ограничений на использование мин противоречит текущей ситуации в сфере безопасности. Реакция Москвы последовала незамедлительно. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в жесткой форме прокомментировала решение Финляндии и других стран. Цитата. «Очевидно, что мы примем ответные меры, направленные на обеспечение национальной безопасности, в том числе военно-технического характера», заявила Захарова. Далее, еще одна новость касается Германии. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер выступила перед журналистами в Берлине, расхвалив свою миграционную политику, которую она проводила в правительстве Олафа Шольца. Наблюдая за пресс-конференцией, можно было легко получить впечатление, что Фейзер добилась грандиозного успеха в борьбе с нелегальной миграцией в Германии. Уже в самом начале она сама провозгласила себя менеджером, заявив, цитата, «Миграционная политика – это не просто лозунги, а управленческая задача». Она убеждала, что сегодня Германия – это та страна, которая вкладывает средства в интеграцию и привлекает квалифицированную рабочую силу из-за границы. Однако, по факту, ситуация далека от идеальной. Немецкие компании по-прежнему страдают от нехватки работников, а государственные органы на местах, гмины и округа, изо всех сил пытаются справиться с кризисом миграции. По официальным данным, которые были представлены Федеральным министерством внутренних дел Германии, количество заявок на получение убежища в последние месяцы действительно снизилось. В сравнении с 2023 годом за прошлый год их число уменьшилось на 30%. Только за первый квартал 2025 года поступило всего 32 600 заявлений о предоставлении убежища, тогда как за тот же период годом ранее их было 64 тысячи. Министр объяснила это усилением пограничного контроля и введением новых европейских правил, согласно которым процедуры предоставления убежища теперь проводятся еще и на внешних границах Европейского Союза. Кроме того, согласно опубликованному докладу, за прошлый год в Германии было проведено более 20 тысяч депортаций, что на 55% больше, чем 2 года назад. За последние 17 месяцев Федеральная полиция Германии зарегистрировала 86 тысяч попыток нелегального пересечения границы, задержала 2000 контрабандистов и развернула обратно 50 тысяч человек. Немецкую министра внутренних дел Нэнси Фейзер спросили о ситуации на границе, в частности о возвращении нелегальных мигрантов в Польшу и другие страны, из которых они прибыли в Германию. Она отметила, что на немецко-польской границе успешно функционируют совместные следственные группы, в которые польские и немецкие силовики работают рука об руку. Цитата. «Это сотрудничество показывает отличные результаты, и если бы оно не работало, у нас бы не было столь значительного прогресса», заявила Фейзер. Когда журналисты уточнили, что произойдет, если Польша откажется принимать обратно нелегальных мигрантов, министр пояснила, что в рамках коалиционных переговоров было решено, что механизмы возврата мигрантов должны согласовываться с соседними странами. Однако, как выяснилось, этот вопрос остался спорным. В правительстве продолжаются дискуссии между христианскими демократами и социал-демократами. Консервативные партии ХДС и ХСС считают, что достаточно лишь консультироваться с соседними странами, тогда как социал-демократы настаивают, что решения о депортации должны приниматься совместно с европейскими партнерами. Тем временем Фейзер похвалила политику правительства Олафа Шольца, особенно в вопросе привлечения квалифицированных работников. По ее словам, с 2021 года количество рабочих виз, выданных иностранцам для трудоустройства в Германии, выросло на 77%, то есть с 97 тысяч в 2021 году до 158 тысяч в 2023 году. 2024 год принес еще более впечатляющие результаты. 172 тысячи человек получили разрешение на работу в Германии. В докладе Министерства внутренних дел Германии указывается, что такой рост стал возможным благодаря упрощению миграционных процедур и цифровизации системы, что и позволило значительно сократить сроки рассмотрения заявлений на трудоустройство. Согласно официальным данным, с момента начала российской военной агрессии в Германию прибыло более 1 660 000 граждан Украины.
На данный момент в стране остается 1 миллион 250 тысяч человек. Примечательно, что почти 60% украинских беженцев составляют женщины, что подчеркивает особую социальную структуру этой волны миграции. Вместе с тем, в Германии продолжаются активные дебаты относительно государственной поддержки для украинцев. Так, будущий канцлер Фридрих Мерц предлагает сократить социальные выплаты украинским беженцам на 20%, чтобы они соответствовали уровню пособий, которые получают беженцы из других стран. Представители христианских демократов ХДС-ХСС считают, что новое правительство должно сконцентрироваться на интеграции украинцев в рынок труда, так как на данный момент работу нашли лишь 25% прибывших в страну украинцев. Этот вопрос становится все более актуальным, поскольку финансовая нагрузка на немецкий бюджет растет, а многие политики требуют пересмотра приоритетов миграционной политики. Друзья, буду ждать ваших комментариев, как вы оцениваете последние решения Германии, Венгрии, Финляндии и других стран. Обязательно пишите в комментариях ваше мнение. Если вам понравилось видео с короткими мировыми новостями, поддержите лайком мой труд, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи и хороших вам новостей!